Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня покажу, как связать шарф с очень простым узором, но благодаря тому, что здесь разные цвета, шарф смотрится очень красиво. Связать можно любой длины и ширины, можно также связать из остатков пряжи. Если вы сделаете шарф пошире, можно будет соединить оба конца, и тогда у вас получится снуд. Мой шарф в длину 150 сантиметров, а в ширину 15 сантиметров. Шарф вяжется в ширину. Необходимо будет набрать цепочку из воздушных петель на необходимую длину. Затем будем провязывать узором столбики без накида. Также я покажу, как провязать первый ряд, чтобы у вас по краю осталась вот такая вот косичка. С этой стороны у нас также идет косичка, с двух сторон у нас ровный край идет. Для вязания нам понадобится пряжа 3 цветов. Я использовала Alize Superlana Classic. Здесь у нас 100 граммах 280 метров. 75% акрил, 25% шерсти. Цвет данной пряжи 698. Цвет данной пряжи 403. И вот этой пряжи 203. Если будете вязать только одним цветом, то понадобится всего 1,5 мотка. Также нам необходим крючок номер 4,5 и маркеры. Для начала нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Образец я буду вязать другим цветом, для того, чтобы хорошо были видны петли. Для шарфа длиной 150 сантиметров необходимо набрать 220 воздушных петель. Делаем петлю. Заводим крючок, провязали. Это первая воздушная петля, далее вторая, третья, четвертая и так далее. Набираем 220 воздушных петель. Я для образца сейчас наберу 15 воздушных петель. Петли старайтесь провязывать более свободно, сильно их не затягивайте. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, цепочку переворачиваем, и вот здесь у нас находятся перемычки. Вот они идут. Мы сюда будем заводить крючок и провязывать столбики без накида. Вводим во вторую перемычку от крючка, первая во вторую, вводим крючок и провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю можете отметить маркером, чтобы ее не потерять. Очень часто новички забывают провязать последнюю петлю, и тогда полотно начинает сужаться. Далее вводим крючок в следующую перемычку. Также провязываем столбик без накида. Таким образом провязываем до конца. И по краю у нас будет оставаться вот такая вот косичка. В конце осталась последняя петля. Вытягиваем петлю и столбик не провязываем, так как следующий ряд у меня будет уже другим цветом. Сейчас я покажу, как сменить цвет. Кончик нити вот здесь вот можно потянуть и петельку затягиваем. Берем нить другого цвета, захватываем и протягиваем через 2 петли на крючке. Нить зеленого цвета необходимо будет обрезать, кончики мы потом спрячем. Итак, мы провязали первый ряд, и в конце мы сделали смену цвета. Далее делаем всегда одну воздушную петлю, перевернули. Далее провязываем второй ряд, вяжем также столбики без накида, крючок заводим в каждую петлю под косичку, вот таким образом. Вводим крючок сразу же в первую петлю, вот сюда, и провязываем столбик без накида. Как я говорила, крайние петли можете отмечать маркером.
Далее вводим крючок в следующую петлю. Таким образом провязываем столбики без накида до конца. В конце покажу, как провязать последнюю петлю. Провязываю последнюю петлю в ряду. Делаем в конце одну воздушную петлю, перевернули. Следующий ряд, третий, я буду вязать точно таким же цветом. Вы цвета можете менять, как вы хотите. Я поменяю в четвертом ряду. Итак, провязываем третий ряд. Вводим крючок сюда в первую петлю. Провязываем столбик. Отмечаем маркером. Далее в следующую. Провязываем до конца. Я снова покажу, как поменять цвет. В третьем ряду провязываю последнюю петлю, где у меня установлен маркер. Заводим крючок, вытягиваем петлю и не провязываем, так как следующий ряд будет другим цветом. Сразу же берем нить другого цвета и провязываем данные петли. Делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем четвертый ряд. Сразу же вводим в первую петлю, провязываем столбик. Крайние петли отмечайте маркером. Вот таким образом провязывается данный узор. В конце не забываем всегда делать одну воздушную петлю. Нить другого цвета мы меняем также в конце. И у нас будут оставаться вот такие вот кончики. Ниточку вот здесь вот обрезаем и кончик нити прячем под петельки. Вот на шарфе я уже спрятала кончики нити. Их продеваем с помощью крючка. Можно взять крючок меньшего размера. Каждую нить я прятала под нужный цвет в ряду. И вот эти оставшиеся кончики можно будет обрезать. Готов наш красивый шарфик. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.